Очередной выпуск из раздела «Дары богини Венеры» поведает нам о таком недетском заболевании, как хламидиоз. Здравствуйте, мои хорошие! Хламидиоз – инфекция, передающаяся половым путем, о которой по праву можно присвоить титул самого распространенного венерического заболевания. Данный факт можно объяснить как частыми случаями незащищенных половых контактов, так и длительным бессимптомным течением заболевания. По последним данным, каждый год по всей планете регистрируется порядка 140 миллионов новых случаев заражения хламидиозом. Возбудителем коварной инфекции является паразитирующий микроорганизм Chlamydia trachomatis. Жить и размножаться эта бактерия может только в организме хозяина, покинув который, она погибает уже в течение нескольких минут. При заражении хламидия проникает внутрь клеток слизистой оболочки, где и приступает к паразитированию. Используя внутренние запасы пораженной клетки, бактерия активно размножается, вызывая со временем ее гибель. После чего в межклеточное пространство вырывается множество дочерних хламидий, которые распространяются дальше, инфицируя все новые и новые клетки. В подавляющем большинстве случаев заражение хламидиозом происходит во время незащищенного полового акта. Вероятность заражения при незащищенном половом контакте, вагинальном, оральном или анальном, с больным хламидиозом одинакова и составляет порядка 50%. Очень редко, но все же возможен бытовой путь передачи инфекции, например, через посуду, сиденье унитаза или при использовании личных средств гигиены больного человека. Также возможно заражение ребенка от матери при прохождении через родовые пути во время родов. Инкубационный период хламидиоза составляет от 7 до 30 дней, но в некоторых случаях может увеличиться до 6 недель. Как правило, никаких ощутимых симптомов в этот период не возникает. Наиболее часто у женщин хламидии поражают матку, а у мужчин – мочеиспускательный канал. По истечении инкубационного периода возможно проявление следующих симптомов. У мужчин – слизистые или гнойные выделения из мочеиспускательного канала, чувство жжения и болезненность при мочеиспускании, воспаление яичек и их придатков, выражающиеся ноющими болями в мошонке, помутнение мочи и изменение ее запаха. У женщин гнойные или мажущие выделения из влагалища, жжение или другие неприятные ощущения при мочеиспускании, неприятный запах из влагалища, зуд наружных половых органов, незначительные кровянистые выделения из влагалища в период между менструациями, а боли внизу живота, болезненность в области заднего прохода. Как у мужчин, так и у женщин возможны боли во время полового контакта, а иногда через 2 недели после инфицирования развитие так называемого синдрома Рейтера, проявляющегося болями в суставах, воспалением глаз, сильными болями и жжением при мочеиспускании. Однако бывает и так, что симптомы хламидиоза проявляются не полностью или отсутствуют вовсе. В таком случае поставить точный диагноз можно только после проведения лабораторных анализов. В запущенном состоянии это заболевание способно спровоцировать развитие мужского и женского бесплодия. Особенно опасен хламидиоз для беременных, так как может стать причиной выкидыша или недоношенности ребенка. Поэтому лечение хламидиоза в обязательном порядке должны пройти оба сексуальных партнера, даже при отсутствии симптомов. Если вы заподозрили у себя наличие этого недетского подарка, незамедлительно обращайтесь в медицинскую клинику, так как длительность и успешность лечения напрямую зависит от сроков его начала и стадии заболевания. Для постановки точного диагноза проводится исследование крови, отделяемого из канала шейки матки и мочеиспускательного канала, а также мочи. Ни в коем случае не пытайтесь вылечить хламидиоз самостоятельно. Это может привести лишь только к его временному подавлению, а не излечению. В настоящее время при постановке своевременного и точного диагноза хламидиоз достаточно хорошо поддается лечению. У мужчин и женщин лечение проводится одинаково.
с той лишь разницей, что женщинам могут быть назначены дополнительные лекарства в виде вагинальных свечей. Основная терапия сочетает в себе применение антибактериальных, противовоспалительных, иммуностимулирующих препаратов и местных антисептических растворов. В некоторых случаях дополнительно назначаются физиопроцедуры. До окончания полного курса лечения предписывается избегать любых сексуальных контактов. В среднем курс лечения составляет около 3 недель и считается законченным, если повторные контрольные анализы показывают отсутствие хламидий в организме. Что касается народных методов лечения хламидиоза, то самостоятельно они не являются достаточно эффективными. Мало того, даже могут ухудшить течение заболевания и привести к развитию серьезных осложнений. Однако допустимо их сочетание с основной терапией, но только под контролем и с одобрения лечащего врача. Для того, чтобы уберечься от заражения хламидиозом, как в случаях с другими венерическими заболеваниями, если есть постоянный половой партнер, соблюдайте ему верность. В противном случае постарайтесь отказаться от беспорядочных половых связей, а также пользуйтесь презервативом при любом виде сексуального контакта, не забывая при этом, что даже использование презерватива не дает стопроцентной гарантии защиты вашего здоровья. Берегите себя, не болейте, подписывайтесь на канал. Здоровья вам!